Ты здесь не случайно. Небеса отметили этот момент. Дитя мое, слушай внимательно. Это не видео. Это не просто очередное сообщение, на которое ты наткнулся, прокручивая ленту. Это божественные вызовы. А небесная тревога. Освященное прерывание на временной шкале вашей жизни. Бог проник сквозь завесу обыденности, чтобы достичь вас. Прямо здесь. Прямо сейчас. Этот момент был вписан в архитектуру твоей судьбы еще до вашего рождения. Вы смотрите на это не из любопытства. Вы смотрите, потому что духовное окно открылось, и Бог зовут тебя по имени. В жизни каждого человека наступает момент, когда тишина нарушается. Когда неотвеченные молитвы прошлого сливаются в бурю откровений. Вот он, этот момент. Не завтра. Не в следующем году, точка сейчас. Что-нибудь сверхъестественное высвобождается над тобой. И враг всеми силами старается помешать тебе услышать это. Отвлекает. Задерживает. Неверие. Но даже ад не смог удержать тебя от этой священной истины. Сегодня Бог активирует ваше финансовое чудо. Вы ждали. Вы плакали в тайне. Вы шептали молитвы, которые даже не могли произнести вслух. Вы задавали вопросы вроде «Боже, ты забыл меня?». Вы видели, как другие шли к жатве, пока вы сидели в засухе. Вы сеяли семена веры в слезах, но не видели плода. Вам говорили «будьте терпеливы», в то время как ваше сердце взывало к простому «один прорыв». Но говорю вам властью Всевышнего, ваше ожидание не было напрасным. Вы стоите под духовным излиянием, и это слово есть ключ, чтобы разблокировать богатство, то урожай и благословение, что небеса давно уготовили для тебя. Это не мотивационная речь. Это божественная стратегия, недаром это сообщение дошло до вас именно в этот час. Потому что именно в этот час небеса запланировали изменить вашу экономическую атмосферу. Ты не разорен. Ты не проклят. Ты не забыт. Ты в центре преобразующая встреча голосом Бога. Все, через что ты прошла, предательство, нехватка, пустые счета, отказы, было этапом настройки для этого сверхъестественное изменение. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Но я должен попросить вас кое о чем прямо сейчас. Не уходите. Не пропускайте, оставайся со мной до самого конца. Потому что есть секретный номер о действии завета и пророческое наставление в этом послании, вы найдете нечто настолько мощное в своей жизни, что цепи бедности не выдержат и следующих 30 дней. Но это еще не проявится, пока вы не будете готовы. Вот почему я должен подготовить вас, дух, твой сердце и ваш разум, чтобы узнать, что будет дальше. Услышьте это еще раз отчетливо, вы здесь не случайно. Происходит финансовый перелом, прямо сейчас в духе. Система нехватки, которая удерживала вашу семью на протяжении поколений, сталкивается с слова живого Бога, и когда Бог говорит, горы двигаются. Воды расступаются. Цепи падают. Двери открываются. И богатство, что когда-то было скрыто, отданы в руки избранных. Да, вы выбранный. Но прежде чем я вам скажу, как это чудо начнется, прежде чем я открою пророческий код, который небеса дали мне, чтобы я мог передать его твоей жизни, мне нужно, чтобы ты понял нечто важное. Ты должен остаться до последнего момента. Последнее предложение этого сообщения несет духовный ключ, который откроет вам то, что ни один человек не смог открыть. Этот ключ не просто информация, это трансформация. Так что не отвлекайся. Не оглядывайся. Не позволяй врагу отвлекать тебя. Небеса наблюдают. Ангелы следят за тобой.
И Бог шепчет в твою душу: это твой момент. Это твой час. Это твое слово. Следующий сегмент покажет вам точную связь между вашими текущими страданиями и финансовое наследство, что Бог освобождает, но вы должны быть готовы. Вы готовы увидеть узор? Вы готовы разблокировать код? Тогда оставайся. Потому что то, что грядет, изменить все. Ты познал боль нужды. Но теперь Бог переписывает твою историю. В голоде есть что-то священное, не только в физическом, но и в духовном, эмоциональном и финансовом голоде, который разрушает ваш покой, вашу личность, вашу способность мечтать. Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Вы выживали, довольствуясь минимумом, жили в мучениях от незнания, как оплатить счета. Вы лежали ночами без сна, перебирая цифры в голове, молясь, чтобы хоть что-то продлилось, молясь, чтобы каким-то образом просто достаточно. Вы наблюдали, как другие ходят в достатке, пока вы стояли снаружи, прижимаясь лицом к стеклу их успеха. Вы улыбались, когда другие говорили о повышении, о неожиданных проверках, об открытых дверях, а внутри вы тихо задавались вопросом: когда же наступит моя очередь, Господь? Вы обходились без денег, чтобы обеспечить кому-то достаточно. Вы считали монеты, чтобы купить хлеб. Вы отказывались от возможностей, потому что ваш счет не мог справиться с риском. Вы жили в страхе, не в страхе неудачи, а в страхе никогда не вырваться из цикла. И все же, каким-то образом, ты продолжал идти. Каким-то образом, даже с пустыми руками, ты поднял их в молитве. Даже когда твоя вера, казалось, висела на волоске, ты прошептал: «Боже, я доверяю Тебе». Это доверие, даже в тишине, даже в засухе, не было забыто. Небеса наблюдали за тобой, пройти испытание голодом. Ты был верен в малом, а теперь Бог поставит тебя правителем над многим. Но позвольте мне спросить вас кое-что напрямую. Как долго вы позволите страху нехватки определять вас? Как долго вы позволите мышлению дефицитать, чтобы управлять вашими решениями? Сколько еще благословений вы отложите, потому что ваше сердце приучено ожидать просто достаточно, скорее, чем более чем достаточно? Это сообщение нашло вас не просто так. Потому что ложь о несостоятельности разобрали не только вокруг вас, но и внутри тебя. Видите ли, бедность – это не только деньги. Это духовное состояние, которое шепчет ложь тебе на ухо: ты недостоин богатства. Это жизнь, для которой ты родился, прими это. Если вы попытаетесь вырваться, у вас ничего не получится. Такие люди, как ты, не становятся процветающими. Но эта ложь сейчас разоблачается светом истины. Потому что Бог никогда не создавал тебя для страданий, Он никогда не хотел, чтобы ты едва успеваю. Это не твое наследство, завет Авраама, переданный через веру, не является заветом выживания, это завет сверхъестественное изобилие. Позвольте мне заявить это со всей властью небес за моей спиной: вы не созданы для крох. Тебе не суждено просить милостыню за столом мира, когда Бог приготовил пир, на котором твое имя. Но вот горькая правда: вы получили комфортное выживание. Вы приспособились к слому. Вы снизили свои ожидания, чтобы не разочаровываться. Вы примирились с ограничениями, но ограничения никогда не были твоей долей. И теперь небеса рушат этот образ мышления. Бог разрушает вашу зону комфорта. Почему? Потому что заказ для вашего изобилия уже подписано. Потому что ангелы были отправлены, чтобы доставить то, на чем написано твое имя. Потому что вы уже не находитесь в периоде ожидания, вы находитесь в периоде активации. Голод закончился. Ты меня слышал? Настал сезон сбора мусора и подкопов. Над пустыня.
по которой ты прошел, теперь позади. Облако движется, и Бог говорит: «Приготовьтесь». Я веду вас в страну, где всего более чем достаточно, но прежде чем Он принесет обеспечение, Он должен восстановить зрение. Прежде чем богатство потечет через ваши руки, страх должен быть удален из вашего сердца. Я хочу, чтобы вы остановились прямо сейчас. Дышите. Потому что то, что я говорю, не просто духовно, это пророческий. Вы собираетесь испытать неожиданное изобилие. Есть небесное обеспечение-то, что не будет иметь смысла для вашего логического ума. Есть чудесные депозиты, которые прибудут без объяснений, но они прибудут по божественному повелению. Послушайте это еще раз, потому что это должно запечатлеться в вашей душе. То, что когда-то было дефицитом, на ваших глазах превратится в изобилие. Вы перейдете от подсчета монет к подсчету контракта. От составления бюджета для выживания к составлению бюджета для расширять. От просьбы о помощи до становления канала помощи для других. Это не шумиха. Это урожай. Но урожай приходит только к тем, кто остается в равновесии. И прямо сейчас это сообщение – ваша контрольная точка выравнивания. Я хочу, чтобы ты сделал что-то смелое не ради меня, а ради себя. Соглашение с небесами. Если это находит отклик в вашем духе, если что-то глубоко внутри вас говорит «да, это мое слово», тогда я попрошу вас, поставьте лайк этому видео прямо сейчас. Не как тренд, не как дань уважения, но как пророчество. Сигнал на небеса, цифровой акт веры, который гласит: «Боже, я принимаю это». «Боже, я присоединяюсь». «Боже, я готов». Потому что, когда вы публично взаимодействуете с пророчеством, вы готовите себя к его высвобождению. Этот момент больше, чем просто алгоритм. Это дверь в мир, божественная экономика. И с каждым шагом веры, каждым шепотом «Аминь», каждым кликом, каждым комментарием вы посылаете послание небесам: «Я верю». «Я готов». «Да будет мне по слову Твоему». Да, когда-то ты жил в страхе. Да, ты познал боль отвержения, невнимания и финансовой нехватки. Но эта история меняется прямо сейчас. Потому что то, что было подписано на небесах, не может быть отменено человеком. Оставайтесь со мной, потому что в следующей части я покажу вам точное библейское чудо, которое отражает вашу жизнь и доказывает, что даже после многих лет лишений Бог может немедленно сбросить перелив. И не только это, но есть еще тайна, скрытая в слове, что большинство людей упускают из виду: шаблон, который точно показывает, когда и как Бог передает богатство в руки своих избранных. Не пропустите. Это ответ на вопрос, который преследовал вас годами: почему со мной этого до сих пор не произошло? Потому что ответ придет следом, и он откроет все. Ваша бедность не лишила вас прав, она подготовила вас к божественному обеспечению. Позвольте мне привести вас к моменту из Писания, который настолько точно отражает вашу жизнь, что может показаться, будто Бог поместил его туда специально для вас. Это история вдовы, безымянной для мира, забытой обществом, нищей во всех отношениях, но выбранный Богом испытать одно из самых глубокие экономические чудеса, когда-либо записанное в Слове. Вы найдете ее в 4 книге Царств, глава 4. Она потеряла все. Ее муж, слуга пророка Елисея, умер, и кредиторы собирались забрать ее 2 сыновей в рабство, чтобы вернуть долг. Ее дом был полон тишины, отчаяния и оглушительной угрозы. Потеря знакома. Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, где будущее казалось мрачнее прошлого, где вы боялись того, что принесет следующий стук в дверь? Вы когда-нибудь сидели с неоплаченными счетами, а ваше сердце взывало о помощи, которая, казалось, долго не придет? Эта женщина знала, что значит считать монеты. Она знала,
что значит жить в режим выживания, бояться последствий своей пустоты. Но она не знала, и вы тоже можете не осознавать этого в полной мере, что Бог уже устроил ей чудо. Был божественный приказ, подписанный на небесах с ее именем на нем. И это исходило не от банкира, не от соседа и даже не от правительства. Это исходило из места, которое казалось незначительной сначала, собственный дом. Елисей, пророк Божий, не принес ей денег. Он не упрекнул ее за долг. Он задал ей один единственный, но пронзительный вопрос: «Что есть у тебя дома?» Пауза. Прислушайся. Пусть этот вопрос проникнет в твою душу. Потому что он не только для нее, он для тебя. Что есть у вас дома? Что вы упускаете из виду, потому что это кажется вам слишком незначительным и не имеющим значения? Какие дары вы закопали, потому что мир не оценил их по достоинству? Каким навыкам, призваниям, семенам веры вы позволили остаться неиспользованными, потому что посчитали их недостаточными? Вдова ответила: ничего, кроме маленькой баночки масла. Ничего. Кроме. Видишь? Вот как бедность тренирует твой ум называть что-то «ничего», когда это на самом деле ключ к вашему чуду. Богу не нужно было, чтобы у нее был склад. Ему не нужно было, чтобы она владела землей или золотом. Он нуждался в ней, чтобы распознавать, что уже было в ее распоряжении, а затем сдай Егов вере. Елисей поручил ей сделать что-то радикальное. Он велел ей пойти и занять пустые банки от соседей, несколько, сказал он, и принести их в свой дом. Затем, используя этот маленький кувшин, она должна была разлить масло в пустые сосуды. Пока были сосуды, масло продолжало течь. Пока было место для благословения, чудо не остановился. То, что произошло дальше, было сверхъестественным. И экономика изменилась в одно мгновение. Дефицит превратился в избыток. Ее дети были спасены от рабства. Нефть была продана. Долг был уплачен. Остальное стало ее наследством. Все потому, что она послушалась божественное наставление в самом разгаре ее отчаяния. Теперь я спрашиваю тебя, возлюбленное дитя Божие, что вы называете ничем? Какую банку вы спрятали под стыдом, разочарованием или страхом? Что, если то, что вы дисквалифицировали, ваше творчество, ваш голос, ваша история, ваша молитвенная жизнь – это маленькая банка, которую Бог хочет использовать, чтобы привести вас в переполнение? А что, если причина, по которой изобилие еще не пришло, не в том, что Бог удерживает его, а в том, что ваши суды не готовы? Вот тут-то и начинается личное. Видите ли, нефть не текла, пока она закрыл дверь и выполнил указание. Остались ли в вашей жизни еще двери для сомнений, страха, компромиссов или сравнений? Вы ожидали, что кто-то другой нальет вам масло, игнорируя при этом прикошак в веру сам? Бог не просит того, что ты не имею. Он просит то, что ты есть. Даже если это кажется незначительным, даже если это выглядит маленьким, даже если никто другой не видит в этом ценности, да, Он делает. И вот что нужно понять: поток не начался, пока она не пошевелилась. Банки сами собой не наполнились. Движение творит чудеса. Вера открывает кран благодати. Послушание притягивает елей. Вы взывали о пропитании. Вы молили о прорыве. Но теперь Дух просит вас участвовать в вашей собственной трансформации. Можете ли вы доверять Богу настолько, чтобы отдать Ему то немногое, что у вас есть? Можете ли вы поверить, что тот же Бог, который умножил масло вдовы, может умножить ваш бизнес, ваши финансы, ваше влияние, ваши достижения?
Потому что Он может. И Он это сделает. Есть божественный порядок «С ваше имя на нем». Это было написано, запечатано и одобрено в небесных судах. Но для этого необходим ваш ответ. Не выступление, не совершенство, просто вера в движение, просто готовность сказать: «Боже, у меня мало что есть, но вот оно. Пользуйся». И слушайте меня внимательно. Небеса не просят вас во всем этом разобраться. Небеса просят тебе: следуйте следующему указанию. Вот и все, что сделала вдова. Один шаг, один акт послушания, один налив. И этот шаг изменил экономику всей ее семьи. Я хочу, чтобы вы почувствовали это в своей кости, в вашем дух, в самое глубокое место твоей души. Ты не проклят. Ты не заброшен. Ты не пуст. Вас готовят к тому, чтобы стать сосуд сверхъестественного изобилия. Но только вы можете решить, будете ли вы продолжать прятать свою банку, или же вы сделаете шаг вперед с верой и начать наливать. Сейчас вам может казаться, что у вас есть лишь немного силы, небольшой талант, немного надежды. Но для Бога этого достаточно. На самом деле, это именно то, что Он использует. Потому что, когда вы отдаете то немногое, что у вас есть, в руки Бога, вы приглашаете умножение с небес. А что, если именно в этот момент ваша маленькая банка станет дверью к богатству? А что, если нефть уже находится в движении, но ждет, когда вы подготовите сосуды? Послушайте, Бог еще не закончил говорить. Есть другой уровень этого чуда, которое большинство людей никогда не видят. В следующей части я покажу вам, как принцип умножения работает циклично, и как вы можете шаг в этот цикл не один раз, а на всю оставшуюся жизнь. Я открою пророческий шаблон за обеспечением, потому что изобилие не приходит случайно. Это приходит через завет, через выравнивание и через духовные законы, что небеса всегда чтут. Но прежде чем мы перейдем к этому, вам нужно вникнуть в эту историю. Вам нужно задать себе трудные вопросы: что я похоронил? Какие инструкции я задержал? Что я назвал ничем, что небеса называют нефтью? Потому что пока ты увидишь ценность в том, что у вас уже есть, вы никогда не будете готовы принять то, что будет дальше. Вы смотрите это не случайно. Вы стоите перед духовное приглашение. Поэтому я снова спрашиваю вас со всей любовью и огнем, что есть у вас дома? Потому что, что бы это ни было, Бог собирается его умножить. И начинается чудо в тот момент, когда вы наливаете. Ваша трансформация начнется, когда вы перестанете пассивно ждать и начнете активно различать. К настоящему моменту вы осознали, что ваша жизнь не лишена божественного потенциала. Вы увидели, что даже маленькая банка в вашем доме, ваш дар, ваше время, ваше послушание может стать тем самым инструментом, который Бог использует для полного экономического преобразования. Но как же вам двигаться дальше с этого момента? Как вы применяете это откровение не только эмоционально или духовно, но и практически, чтобы вы могли ощутить реальное, ощутимое чудо обеспечения в вашей повседневной жизни? Ответ таков: обманчиво простой, но глубоко духовный. Вы должны начать распознавать знаки. Бог в своей милости и мудрости всегда дает подтверждение до проявления. Он не оставляет своих детей слепыми. Он не посылает благословения, окутанные смятением. То, что от Бога, будет нести Его подпись, Он будет иметь несомненные отпечатки пальцев божественная рука. А вот скрытое знание, которое многие упускают из виду. Есть 3 признака, которые всегда предшествуют наступлению сверхъестественного финансового чуда, они не броские. Они не драматичные. Но они есть точка неоспоримой.
И как только вы их узнаете, вы будете никогда больше задайте себе вопрос, действует ли Бог на вашей стороне. Первый знак – сверхъестественный мир, даже посреди давления – это не мир в этом мире. Это не тот мир, который приходит, когда все счета оплачены, календарь очищен, а почтовый ящик пуст. Этот мир снисходит прежде, чем произойдет чудо. Он опускается на вас, словно мягкий дождь. Он успокаивает шум вокруг, даже когда хаос стучится в вашу дверь. Этот покой – не отсутствие проблем, а присутствие Бога в ваших проблемах. Вы когда-нибудь чувствовали это раньше? Это странное спокойствие прямо перед тем, как что-то изменилось. Этот момент, когда ваш дух был неподвижен, хотя ничто во внешней ситуации не давало вам повода для отдыха. Это сверхъестественный индикатор, святое предзнаменование, что благословение твое не в пути, а оно уже пришло выпущенной. Но здесь кроется моральная дилемма. Чему вы доверяете, миру или давлению? Позволите ли вы страху заставлять вас суетиться, беспокоиться, трудиться, или будете уверены, что Бога не трогают сроки и цифры? Потому что, если вы не можете ощутить мир, вы можете отвергнуть процесс. И не соблюдая этот процесс, вы можете отменить обещание. Стратегия противника всегда одна и та же – паника. Встряхнуть свой разум, чтобы ты не смог различить свой момент. Но Божья стратегия такова – мир. «Мир мой даю вам», – сказал Иисус, – не так, как мир дает. Это ваш первый знак. И когда он появится, не игнорируй это. Не позволяй шуму мира заглушить шепот небес. Второй знак – простая, устойчивая идея с божественной целью. Следующий знак едва заметный, но сильный. Простая идея поначалу это не будет выглядеть грандиозно. Может показаться слишком маленьким, слишком обычным, слишком неудобным. Но это никуда не денется. Это будет «держись» за свой дух. Он возникнет в ваших мыслях в самый неожиданный момент. Он будет ощущаться как шепот, но он несет божественное назначение. Возможно, эта идея что-то начать. Небольшой бизнес. Цифровое предложение. Наставничество. Продукт. Возможно, эта идея помочь кому-то другому, сотрудничать, творить, строить. Поначалу это может показаться невыгодным с финансовой точки зрения. Может показаться, что это никогда не станет тем решением, которого вы ждали. Но когда оно приносит результаты, цель, когда идея не просто служит вам, но и служит другие, то знайте это, вы нашли свое масло. Вы молились о приумножении. Но что, если Бог не пошлет приумножение к «ты», что если Он пошлет это через «ты»? Видите контраст? Враг хочет, чтобы вы сосредоточились на том, чего вам не хватает. Бог хочет, чтобы вы сосредоточились на том, чего вам не хватает. Нести. Мир говорит, что успех приходит, когда делаешь больше. Бог говорит, что изобилие приходит, когда послушаешься. 1 инструкция хорошая. Крики бедности «ты не готов», Вера шепчет, это тот самый момент. Итак, вот в чем вопрос. Какую идею Бог уже дал вам? Какая мысль продолжает возвращаться, тихонько стучится в ваше сердце, просю, чтобы ее услышали? Может быть, это и есть семя твоего чуда? Может быть, это и есть тот сосуд с маслом, который тебе суждено вылить? Не недооценивайте его. Не ждите, пока все станет идеально. Ведь послушание – это не совершенство, а выбор времени. И отсроченное послушание все равно является непослушанием. Третий знак – появится человек с ключом, ресурсом или божественным предложением. Это один из самых мощных и тем не менее, часто неправильно понимаемых знаков. Божественная связь. В какой-то момент путешествия появится человек,
иногда ожидаемый, часто неожиданный, и носите с собой что-нибудь необходимое, чтобы выйти на новый уровень. Это может быть ресурс. Это может быть ключевая мудрость. Это может быть божественная возможность. Но то, что они приносят, будет соответствовать именно то, о чем вы молились. Этот человек может выглядеть не впечатляюще. Он может даже не осознавать всей глубины своей роли. Но Бог назначен их в вашу жизнь в этот момент. Вам нужно научиться различать божественные предписания. Потому что не каждый, кто входит в вашу жизнь, отправил. Некоторые из них – отвлекающие факторы. Другие – задания. И враг часто будет посылать подделки прямо перед тем, как Бог пошлет настоящую связь. Так как же узнать разницу? Человек, посланный Богом, никогда не принесет смятения, манипуляций или беспокойства. Он принесет ясность. Они будут нести подтверждением, чем Бог уже говорил тебе в тайной комнате. Вы поймете, что это они, потому что все начнет происходить поток. Стремление прекратится. Двери откроются. И вы почувствуете это в своем духе. Это именно та связь, которую я ждал. Но вот в чем задача. Вы должны будьте готовы их узнать. Живете ли вы с достаточной духовной осознанностью, чтобы различить божественное? Достаточно ли вы скромны, чтобы принять помощь? Достаточно ли вы смелы, чтобы войти в дверь, когда она откроется? Потому что этот человек не проберется силой. Он не твой спаситель. Ключ Бог вручает тебе. Но ты должен поверить его. Теперь позвольте мне предложить вам самую священную истину этого послания. Когда появляются все три признака, чудо уже происходит. Мир – твой внутренний компас. Идея – твоя точка семя послушания. Этот человек – ваше подтверждение и подключение. И когда все три выстроятся в ряд, ничто не может остановить то, что Бог собирается сделать. Но вам нужно что-то изменить прямо сейчас. Вы не сможете достичь изобилия, думая о выживании. Вы не сможете нести бремя урожая, все еще охваченные страхом. Вы не можете ожидать божественных результатов, оставаясь зависимыми от мирских систем суеты, тревоги и сомнений. Эта высокая контрастность вы должны противостоять. Будете ли вы жить в панике или в мире? Отклоните ли вы свою идею или последуете полученным указаниям? Будете ли вы игнорировать своего помощника или будете чтить связь с ним? Бедность – это не просто финансовое состояние, это духовная система, которая процветает невежество и непослушание. Богатство в Царстве Божьем – это плод выравнивания и инструкция. Если вы хотите ощутить всю полноту этого финансового чуда, вам необходимо объявить войну всей лжи, которая вас ограничивала. Вы должны разорвать соглашение с голосом, который говорил вам «это просто твоя судьба в жизни». Вам следует раскаяться в тех случаях, когда вы игнорировали знаки, откладывали шаги и преуменьшали дары. Потому что этот новый сезон не потерпит старого мышления. Этот урожай требует новая вера, новые привычки, новые заявления. И это начинается сейчас. Прямо сейчас, пока вы читаете эти слова, нефть уже течет. Мир не сходит. Идея поднимается. Связь на подходе. Не ищите в мире подтверждения. Не ждите аплодисментов. Бог не готовит вас к видимый успех, Он готовит тебя к духовное наследие. Итак, вот ваша инструкция. Подготовьте ваши сосуды. Уберите хлам. Освободите место. Наведите порядок в доме. Потому что то, что Бог собирается излить, будет слишком много для тебя одного. Это перетечет в вашу семью, ваше сообщество, ваше поколение. В
следующей части я раскрою обетования Божьи, которые гарантируют ваш рост, и как провозглашать их в молитве, чтобы они проявились в вашей жизни. Но до тех пор помните следующее: мир, идея, человек – это не просто знаки. Они есть доказательство, что небеса сдвинулись. И чудо уже происходит. Вы больше не ждете чуда. Чудо ждет, когда вы его примете, удержите и приумножите. Слушай внимательно, возлюбленный, чудо уже было послано, это не произойдет. Это не ожидается. Это уже в движении, в тот момент, когда вы поверили, в тот момент, когда ваш дух соединился со Словом Божьим и сказал: «Да, Господь, и я принимаю, что-то в небесном царстве сдвинутые ангелы были посланы». Приказ был подтвержден. Масло было выпущено. Но теперь наступает момент, который многие упускают из виду. Вы должны быть готовы выдержать это. Бог не является временным дарителем. Он не занимается разовыми благословениями. Он Бог наследия, то Бог умножения, то Бог более чем достаточно, но благословение, которое Он дарует, не похоже на мирское богатство, которое приходит с скорбью и тяготами. Нет, Его благословения приходят с радостью, миром и целью. И вот божественная истина: Бог не изливает благословения туда, где нет структуры, способной их нести и умножать. Вы молились о переполнении, но Отец просит: готова ли твоя жизнь принять то, что я собираюсь дать? Готово ли ваше сердце честно распоряжаться богатством? Готовы ли ваши привычки поддерживать изобилие без самосаботажа? Соответствуют ли ваши отношения вашему предназначению, или они истощают вашу энергию, отвлекают ваше внимание и подрывают вашу веру? Речь не о том, чтобы работать усерднее. Речь о том, чтобы жить выше. Бог возвышает вас не только финансово, но и духовно, умственно, эмоционально и в отношениях. Он не просто отвечает на вашу молитву о деньгах, Он отвечает на ваши молитвы, крик о преобразовании. И это начинается в вашем разуме. Потому что мышление – это врата умножения. Он зовет тебя к обновить свои мысли, перестать ожидать только необходимого и начать верить в большее, чем достаточно. Отказаться от мышления, основанного на страхе, и начать жить, исходя из видения, подкрепленное верой. Перестать копить свои идеи, свое время и свое послушание, и начать вкладывать в них смелость и ясность. Это ваш сезон божественной структуры. Пришло время организовать свою жизнь таким образом, чтобы благословение и моглопоток не будут заблокированы. Структура – это не контроль. Это подготовка. И когда вы готовитесь, небеса отвечают. Помните кувшины вдовы. Масло текло только туда, где был космос. Если бы не было пустых сосудов, не было бы и чуда. Точно так же Бог просит вас освободить место в вашем расписании, в ваших приоритетах, в вашем сердце. Он хочет заменить тревогу покоем, хаос ясностью, а страх – действие, наполненное верой. Вы слишком долго жили в ожидании очередной чрезвычайной ситуации, готовясь к очередной неудаче, защищая себя от разочарований. Но сегодня Господь говорит: достаточно. Хватит страха. Хватит паники. Хватит циклов выживания. Ты не пленник своего прошлого. Ты наследник божественного наследия. И тот же Бог, который заботился об Аврааме, Исааке и Иакове, тот же Бог, который умножил 5 хлебов на 1000 трапез, тот же Бог, который превратил воду в вино на свадьбе в Кане, тот же Бог превращает ваше «недостаточно» в более чем достаточно. Но Он не просто дает вам деньги, Он дает вам зрение. Он не просто дает вам пропитание, Он дает вам цель. Он не просто борется с бедностью, Он строит наследие и королевство в течение вашей жизни. Чувствуете ли вы это в своей душе?
Это внутреннее знание, этот священный огонь, это благословение уже покоится на тебе. Вы не попадаете в число фаворитов, вы уже одеты в нем. Вы не гонитесь за обещанием, оно преследует тебя. Чудо не внешнее, оно есть уже заложен в твоем духе, и теперь Бог поливает его откровением. Но я должен говорить ясно и авторитетно. Нельзя придерживаться старых моделей и ожидать новых плодов. Вы должны разорвать циклы, которые вас истощают. Отвлекающие факторы, токсичные разговоры, потерянное время, постоянное беспокойство, промедление, неверие. Эти вещи могут показаться незначительными, но они есть точка воры твоего наследства. И Бог призывает тебя взять власти над вашей жизнью. Это не законничество. Это освобождение. Вас призывают жить без страха перед завтрашним днем. Просыпаться с уверенностью. Ходить с ясностью. Думать сосредоточенно. Планировать без паники. Строить без выгорания. Отдавать, не боясь нехватки. Вот плод настоящего благословения – это освобождает тебя. Вы не связаны культурой хасла. Вы не раб счетов. Ты дитя короля. Вы проходите под завет обеспечения. Ты живешь по божественное назначение. И куда бы вы ни пошли, чего бы вы ни коснулись, чтобы вы не посвятили Господу, будет процветать. Но теперь вопрос возвращается: будете ли вы строить структуру, чтобы поддерживать благословение? Встанете ли вы рано утром не из-за паники, а целенаправленно? Будете ли вы провозглашать свои идеи живыми, а не проклинать их со страхом? Окружите ли вы себя теми, кто призывает вас подняться выше, а не тянет вниз? Потому что вот священный порядок благословения, видение послушания, структура умножения. И вы, мои возлюбленные, сейчас стоите между видением и послушанием. Небеса показали тебе обещание. Но решишься ли ты теперь пройти процесс? Бог меняет не только ваше финансовое положение. Он меняет вашу личность. Ты не борец, ты управитель. Ты не бедный. Ты в нужном положении. Ты не отчаялся. Ты предназначен судьбой. Ты не слабый. Ты есть точка богатая в духе, и ваши руки вот-вот заниматься сбором урожая. Но позвольте мне раскрыть вам секрет, который мало кто понимает. Богатство не просто приобретается, оно поддерживается мудростью. И Бог благословляет тебя не для того, чтобы ты производил впечатление на людей. Он благословляет тебя для того, чтобы ты продвигать Его Царство. Ваше богатство имеет начечение. Ваше увеличение имеет намерение. Ваш следующий уровень не связан с материализмом, а с умножением со смыслом. Итак, теперь я благословляю вас, и каждое слово пропитано небесным елеем. Желаем вам ходить в сверхъестественном мире, даже когда вокруг вас бушуют бури. Пусть вы ясно слышите голос Бога, направляющий каждое решение, каждую инвестицию, каждую связь. Пусть ваши мысли будут помазаны, ваши шаги будут упорядочены, ваши руки укрепятся. Пусть двери открываются без усилий. Пусть удача найдет тебя неожиданным образом. Будьте смелыми в получении, мудрыми в управлении и щедрыми в отдаче. Вы вступаете в новую финансовую экосистему, где Бог есть источник, а не человек. Вы больше не будете измерять свою жизнь доходом, а влиянием. Вас не будут беспокоить инфляция, увольнение или рецессия, потому что вы не живете экономикой человека. Вы живете по завет небесный. И теперь я приглашаю вас принять все это. Пусть благословение снизойдет. Пусть начнется преображение. Подними голову. Раскрой руки.
Пусть твой дух скажет «да». Это твое время. Это твоя территория. Это твои сезоны оборота. А теперь, мои возлюбленные, я хочу услышать от вас. Напишите мне в комментариях, какой из 3 знаков уже проявился в вашей жизни. Вы почувствовали покой, услышали идею, встретили человека. Или вы готовите свою структуру к его приему уже сейчас? Напишите это ниже, не просто как ответ, а как пророческое заявление. Ибо то, что вы говорите с верой, Бог запечатает на небесах. И что вы возвестите на земле, то вы и будете держать в руках. Благословение уже отправлено. Сейчас приготовьтесь его приумножить. Отче Небесный, Бог Авраама, Исаака и Иакова, тот, кто видит конец от начала, мы предстоим Тебе ныне не в слабости, но в покорности. Мы преклоняемся не в поражение, но в ожидание. Ибо Ты, Господи, возвестил от вечности то, что никто не может отменить, ваша цель восторжествует. И завет Твой состоится. Сегодня мы признаем, это благословение не только для нас. Это чудо не только в деньгах. Оно в назначении. Речь идет о наследии. Ты поднимаешь нас не только для того, чтобы мы были благословены, но и для того, чтобы быть благословением, Ты превращаешь нас в сосуды, носители божественного провидения, мосты, по которым другие войдут к своему чуду. То, что враг пытался разрушить в нашей жизни, теперь становится доказательством Твоей силы. Господь, Ты сказал в Исаии 43:19: «Вот я делаю новое дело. Оно вот-вот явится, и вы не замечаете его». Да, Отец, мы воспринимаем это, мы ощущаем перемены. Мы ощущаем переход. Мы чувствуем тяжесть Твоей руки, направляющей события в нашу пользу. И мы признаем, что больше не оглядываемся назад. Старое прошло. Стыд, нужда, выживание – это была подготовка, а не наказание. Ты не наказывал нас. Ты готовил нас к бремени того, что сейчас высвобождается. Как это было со вдовой в 4 царств 4, которая стояла ни с чем, кроме небольшого кувшина масла, мы заявляем теперь, что мы будем наливать, мы больше не будем называть наш дар ничем. Мы больше не будем сомневаться в нашем предназначении. Теперь мы видим, Боже, что Ты не просил ее о том, чего у нее не было. Ты использовал, что уже было у нее дома, и Ты умножил его, пока оно не покрыло долги, не спасло ее детей и не дало ей будущее. Тот же дух умножения, то же помазание покоится на нас и сейчас. Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. И Ты обещал во Второзаконии 28:12: «Откроет Господь небеса, сокровищницу щедрот своих, чтобы посылать дождь на землю Твою во время Твое, и чтобы благословлять все дела рук Твоих. Итак, теперь мы готовим руки». Мы верны структуре. Мы строим свою жизнь в соответствии с инструкциями. Мы избавляемся от отвлекающих факторов. Мы заглушаем голоса сомнений. Мы отрекаемся от всякой лжи, которая говорила нам, что мы слишком опоздали, слишком сломлены, слишком несовершенны. Ибо Ты, Господи, не избираешь совершенного. Ты избираешь готовый, Ты помазываешь доступное. И Ты изливаешь чудеса через преданных. Теперь мы принимаем Твой мир, не тот мир, который приходит от утешения, но мир, превосходящий разумение. В послании к Филиппийцам 4:7 говорится: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердце ваше и помышления ваши во Христе Иисусе». Пусть этот мир окружает наше сердце, даже когда кажется, что все еще не закончено. Пусть он защитит нас от паники. Пусть он поможет нам обрести покой, когда нефть начнет течь. Мы также принимаем настойчивую идею, будь она маленькой, простой или безмолвной. Мы не отвергнем ее.
Мы больше не будем дисквалифицировать то, что было признано небесами. Если ты дышишь на это, мы будем действовать. Если ты возбуждаешь это, мы будем двигаться. Ибо мы знаем теперь, что чудо не в масштабе идеи, а в послушании ей. И Господь ради божественной связи пошли их сейчас. Человека с ключом, возможностью, наставлением, словом вовремя. Сделай нас готовыми распознать их. Защити нас от отвлечений. Защити нас от фальшивых партнерств. Дай нам проницательность, чтобы мы могли принять только то, что есть у тебя, точка назначена, не то, что у врага посажено. И ныне, Отче, мы просим дерзновенно, пусть каждая дверь, которая должна открыться, распахнется настежь. Пусть все врата обеспечения откроются. Пусть всякая задержка будет сломлена. Пусть всякое демоническое вмешательство умолкнет. Ибо ты сказал в Откровении 3:7, то, что он открывает, никто не может закрыть, и то, что он закрывает, никто не может открыть. Дверь, которую вы открываете, не может быть остановлена ни людьми, ни деньгами, ни обстоятельствами. Мы пророчествуем теперь о нашей жизни, благословение не будет напрасным, чудо не ускользнет от нас. Богатство не будет распоряжаться злом. Свидетельство не будет заглушено. То, что когда-то было недостатком, теперь станет наследием. То, что когда-то было сокрушением, теперь станет площадкой для твоей славы. Мы не стыдимся процесса. Мы не боимся будущего. Потому что знаем, что награда неотделима от подготовки, а нарожденный из него каждый миг ожидания, каждая слеза, пролитая в вере, каждый раз, когда мы повиновались, не видя результатов, все это было не напрасно. Это была подготовка сцены для этого выпуска. Поэтому мы благословляем Тебя, Боже, за каждую закрытую дверь, которая привела нас сюда. Мы благодарим Тебя за каждую задержку, которая нас спасла. Мы славим Тебя за каждую боль, очистившую наши мотивы. Потому что теперь мы готовы не просто получить, но и царствование. Во имя Иисуса Христа, Царя царей, Господа сверхъестественного провидения, Бога, превращающего траур в танец, мы говорим: да будет так. Пусть так и будет. Все кончено. Все освобождено. Это мое. Аминь. Твой период ожидания стал периодом принятия. Чудо больше не приходит, оно уже здесь. Возлюбленное Дитя Божье, если ты остался со мной, прочитав каждое слово этого послания, то знай следующее: небеса уже склонились в вашу пользу, вы больше не находитесь в неопределенности. Вы больше не зависли между надеждой и разочарованием. Теперь вы находитесь в самом священном месте, где только может находиться верующий, пространство между пророчеством и проявлением, вы ходите по святой земле. Заявление сделано, подпись Бога, да, вечная печать от престола благодати уже написана над твоим именем. Ангелы уже движутся. Божественные посланники отправляются в места, которых вы еще не видите. Ресурсы, за которыми вы не обращались, выделяются. Двери, в которые вы никогда не стучались, открываются. Люди, которых вы еще не встречали, просыпаются с наставлениями благословить вас. Идеи, в которых вы когда-то сомневались, теперь несут небесный огонь. Система уже меняется, точка чуда уже в пути. Но есть один последний ключ, пророческий шаг, который можете сделать только вы должны это заявить. Не как смутная надежда, не как тихий шепот, но как смелое, наполненное верой провозглашение: мое экономическое чудо уже в пути. Произнесите это сейчас, вслух, где бы вы ни находились. Произнесите это в своей атмосфере, в своем доме, в своих руках, в своем будущем. Потому что когда ты объявить вещь, как сказано в Иове 22,
28, это будет установлено для вас. И ваши слова не просто пустое слово. Они – ключи, открывающие духовные двери. Это заявление становится эхом в небесных сферах, звуком, который выходит за рамки естественного и переходит в сверхъестественное. Когда вы говорите «Мое экономическое чудо уже близко», вы не просто соглашаетесь с этим посланием, вы присоединяетесь к нему. Божий план, вы посылаете сигнал всем духовным авторитетам. Это дитя верует. Этот сосуд готов. Это сердце открыто. И я хочу сказать вам нечто еще более глубокое. Когда вы провозглашаете свое чудо, вы также провозглашаете свое освобождение от всякой лжи, которая делала вас ничтожными. Ты нарушаешь соглашение страхом. Ты заглушаешь стыд. Ты не спровергаешь все голоса, утверждавшие, что ты никогда не поднимешься. Ты разрушаешь алтарь выживания и возводишь алтари изобильной цели. Не оглядывайся назад. Не вспоминай былые поражения. Не трать ни минуты, пытаясь оправдаться перед людьми, которым не было уготовано то же, что и тебе. Потому что ты есть не тот, кем ты был раньше. Вы перешли. Прямо сейчас вы идете по священной линии между ожиданием и воплощением. Один вздох. Один день. Один акт послушания. И в этом святом пространстве вы должны делать то, что только смелые в вере может сделать. Получайте. Верьте. Празднуйте. Не завтра, сейчас. Празднуйте так, как будто это уже произошло, потому что это является. Празднуйте так, как будто вы уже вступили в водоворот событий, потому что вы иметь. Празднуйте не то, что вы видите, а то, что Бог уже сделал. Освобожден в духовном мире. Потому что вы не ждете, когда начнется благословение, вы уже находитесь на этапе видимое исполнение. Но не иди по этому пути в одиночку. Этот канал, это пространство, это послание – все это создано для тебя. Для твоего роста. Для твоего пути. Для укрепления твоей веры и гармонизации твоего духа. Итак, если это послание нашло отклик в вашей душе, я хочу попросить вас сделать что-то священное, что-то пророческое. Оставьте комментарий ниже прямо сейчас, и вы скажите своим собственным голосом: «Мое экономическое чудо уже в пути». Когда вы пишете это не просто на бумаге, вы пишете это в атмосфере вокруг вас. Вы вписываете это в свое будущее. Пусть небо и земля будут свидетелями вашей веры. Пусть ваши ангелы откликнутся на вашу смелость. И если это слово подтвердило то, что вы чувствовали, если вы почувствовали огонь Божий, когда читали, то я приглашаю вас подписаться на этот канал. Это не просто место для поддержки, это центр откровения, место, где реализуются пророческие стратегии. Где мы вместе проходим через чудеса, освобождение, божественную мудрость и святое изобилие. Это еще не все. На следующем занятии мы узнаем, как поддержать свое чудо в течение следующих 30 дней и как защитить то, что Бог вам дает от нападок врага. Ведь как только благословение высвобождается, вы должны знать, как построить вокруг него щит управления и молитвы. Так что оставайтесь с нами. Оставайтесь на одной линии. Оставайтесь голодными. Ибо Бог, начавший в тебе эту работу, будет верен и в ее завершение. И сейчас я благословляю вас в последний раз сегодня. Пусть все врата, предназначенные тебе судьбой, теперь распахнутся настежь. Пусть каждая задержка обратится в божественное ускорение. Пусть каждое обещание в твоей жизни исполнится в полной мере. Пусть руки твои примут богатство без печали, а сердце твое будет нести мир без помех. Да перейдете вы от видения к проявлению, от пророчества к одержимости. И пусть ваше свидетельство будет громче вашей боли.
Ваше экономическое чудо – это не сон. Это не желание. Это реальность завета. И он уже ваш. А теперь провозгласите это. Войдите в это. И возвращайтесь за добавкой. Потому что это только начало.